Привет, фотошоперы и любители графического дизайна. С вами Юджин из студии Graphicor. Сегодняшнее видео больше относится к влогу, чем к уроку. Потому что я хочу больше рассказать и показать, чем научить. На повестке дня у нас плагин Alpaca с внедренным в него искусственным интеллектом. Я покажу, как его скачать, установить, запустить и познакомлю с самой интересной, на мой взгляд, функцией. Поехали! Итак, друзья, вам сначала нужно зайти на сайт Alpaca, alpacaml.com, ссылку оставлю в описании, и нажать зарегистрироваться, естественно, сначала, нажать на кнопочку Join Alpaca Beta. Дальше вы нажимаете Download плагин, дальше нажимаете, и здесь есть две настройки. Первая — это версия Photoshop, которая у вас установлена. Самая старая доступна 2021 года. Если у вас старшей версии, то придется, он у вас работать в общем не будет, придется вам обновляться на новую версию, более новей. В общем, от 21 до 23 года выбираем версию. У меня 23. Дальше. File Type. Выбираем zip. Нажимаем Download и пошла загрузка. Дальше мы, после того, как загрузилась, переходим к установке. На ярлычке Photoshop правой кнопкой мыши нажимаете. Здесь выбирайте там, где написано Adobe Photoshop 2023, еще раз правой кнопкой мыши на нем, и нажимаете свойства. Выбирайте расположение файла, пролистываете вверх, находите папку Plugins, открываете ее. И вы видите, что у меня здесь уже есть папочка Alpaca. Теперь идете в скачанные файлы, открываете архив, и вы видите, что здесь тоже папочка Alpaca. Вам эту папочку нужно перенести в папку с плагинами. Ту самую папку, которую вы открыли через ярлычок Photoshop. Перекидывайте, у меня уже она есть. И переходим в Photoshop. Когда вы перешли в Photoshop, идем в меню «Подключаемые модули», и у вас появится здесь Alpaca. Еще раз на Alpaca, и открывается та самая панелька с управлением этого плагина. Друзья, в появившемся окне нужно войти в свой аккаунт, который вы создали на сайте Alpaca. Нажимаете Login, и вы попадаете в меню Alpaca. Первым делом здесь написана версия 2.5.0. Это лимит ваших загрузок. Ну, то есть вообще пока что Alpaca в тестовом режиме находится, и лимит этот бесконечный. Когда ее только разработали, тут давалось сколько-то на пробный период, 100, по-моему, кредитов, и вы ими пользовались там. Сгенерировать картинку, например, стоило 1 кредит. Таким образом. В общем, сейчас это бесплатно, в тестовом режиме находится Alpaca, пользуйтесь на здоровье. Значит, дальше идут такие ссылочки. Значит, Tools, Generation и Help. Tools — это наши инструменты, и вот они идут кнопочки. Imagine. Imagine — это генерация картинок. Здесь ничего нового, этим уже, наверное, никого не удивишь. Обычная генерация картинок с помощью искусственного интеллекта. Причем такая посредственная, наверное, не знаю. В общем, такого плана. Дальше идет скетч. Тут само за себя говорит, то есть работа со скетчами. Дальше трансфер, пока пропустим. Fill — заливка. Upscale — это увеличение картинки. И Depth — это карта глубины. Сейчас я вам покажу, как сгенерировать картинку. В этом ничего сложного нету, она делается по запросу. Давайте, например, сделаем запрос такой: Cyberpunk Underpass. Английский знаю на уровне университетского. Дальше есть настроечка. Здесь мы выбираем, сколько картинок, сколько версий сделать. Максимум 5 можно, пусть будет 5. Зерно, в общем, кто сталкивался с генерацией картинок искусственным интеллектом, тот знает, что это такое.
И шаги. Чем больше шагов, тем лучше картинка выйдет. Всего доступно 100 шагов. Давайте поставим 90. И у нас предупреждение Open a document to continue. То есть создайте документ, чтобы продолжить. Мы не создали документ, давайте создадим. Пускай будет такой. И вот в чем здесь вопрос теперь возникает. Для того, чтобы сгенерировать картинку, он не может сгенерировать, Альпака не может на весь вот этот тот созданный документ. Ему нужна почти что квадратную область выбрать и совсем небольшую. Например, такую. После предупреждения нужно переключиться на какую-то другую функцию и вернуться обратно. Тогда появляется такая особенность почему-то. Вот смотрите, я говорил, генерация картинки стоит 1 кредит, нет, он стоит 9 кредитов. Ну, так как у нас оно бесконечные кредиты, то можно сколько угодно пользоваться. Давайте генерируем. И вот результаты, которые он нам предложил. Мы переместились с вкладки Tools на Generation, и здесь уже теперь нам доступны результаты. Первый из 5, и вот мы можем полистать, увидеть, что еще он нам тут предложил. Ну вот 5 вариантов, мне понравился какой-то, по-моему, второй, тут еще даже люди есть. Чтобы перекинуть его теперь сюда, в нашу область, Import, нажимаем Import as Layer. Или вы можете все сразу перекинуть, Add All, да? Давайте только его перекинем, и вот у нас есть картинка уже в нашей области. Я сейчас все-таки расширю область, сделаю более квадратной ее, потому что как-то я сделал вытянутую, пусть будет вот так. Что делаем дальше? Теперь мы хотим увеличить, да, картинку нашу. Мы выделяем ее. Так, неправильно. Выделяем. Возвращаемся в меню Tools и идем Upscale. Upscale доступно X2, X4, X8, X16. Пока что он у нас доступен X2, потому что совсем маленькая картинка. И предупреждение: Image to Upscale must be less. Вот, друзья, я сделал более квадратную область. Во-первых, своего изображения, а потом более квадратную область выделения. Мне чуть-чуть непонятен вот этот механизм увеличения или выбора картинки, который существует у Альпаки. Может быть, вы что-то поймете по-другому, но вот он действует так. Именно какую-то квадратную область надо выбрать, причем нету какой-то рамки специально, чтобы можно было по ней выбрать. Нужно вот методом тыка, грубо говоря, делать. Дальше мы нажимаем 4X и опять же нажимаем Generate. Нас перебрасывает меню Generate, и мы ждем. Ну вот что получилось. Совершенно непонятный результат. Давайте вернемся. Он открылся у нас в новом окне. Почему-то, может быть, нужно удалить слой. Удалим слой, давайте. Опять. Выделим картинку нашу. Идем в Tools. Upscale. 4. Generate. Нет, результат тот же самый. Значит, что нужно сделать? Скорее всего, я догадался. Нужно просто обрезать эту картинку по этой области. По области картинки. Вот. Возвращаемся в Tools опять. 4. О, все доступны теперь даже до 16x. Ну, давайте 16x и Generate. Посмотрим, что он нам сделает. Ну вот, готово. Open a new document. То есть открыть в новом документе. Да, он открывает в новом документе. Мы ждем. Вот, открылся. Ну, такая картинка какая-то вся масляная краска, грубо говоря. Ну, ничего страшного. Смотрите. Давайте теперь проверим размер изображения. Ну, вот он во сколько? В 16 раз увеличился. Это 3520 на 3248 пикселей. Исходная картинка у нас была. Так. Изображение. Размер изображения. 220 на 203. Окей. Дальше есть у нас такая функция, как Depth.
Зайдем в нее и нажмем Generate. Эта функция создает карту глубины. У меня вот есть урок, как создать лужи в Photoshop. И там мы тоже используем такую карту глубины. Ну, может, кому-то будет это полезно. Import S-Layer, ну, то есть на новый слой. Вот появляется новый слой. И вот такая вот карта. То есть дальние части, они как будто бы темные, в глубину уходят, да? А ближние, они светлые. Ну, создается такая карта глубины. Есть еще такая функция в Imagine, как сгенерировать картинку по случайному запросу. Давайте воспользуемся ей. Здесь такой кубик нарисован, нажимаем на него, и нам выдает какой-то свой запрос, который у него там зашито, количество запросов, наверное. Ну вот давайте, допустим, вот этот выберем Sketch Illustration и так далее. Опять же, нужно выбрать область, где оно будет у нас генерироваться. Вот, например, такую. Количество картинок 5 шагов. Ну, давайте поставим меньше, допустим. Было 20, поставим 40. Ну и вот результаты. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. Довольно-таки неплохо. Давайте добавим. И в дальнейшем вы можете перейти обратно в Tools, Upscale, увеличить эту картинку. Довольно-таки неплохо. Да, это, кстати, можно еще выбирать модель искусственного интеллекта. У нас сейчас работает Alpaca V3. Здесь Stable Diffusion доступен 1.5. И Alpaca версия 1, версия 2, ну, версия 3, которой мы пользуемся. Честно говоря, я вот эти не пробовал, а Stable Diffusion пробовал, но он мне не очень понравился. Вот давайте сравним. По тому же запросу сделаем у модели Stable Diffusion. Ну и вы сами все видите. Результат таков. А теперь переходим к самому интересному. Функции Sketch. Для того, чтобы ею воспользоваться, давайте сгенерируем картинку по такому запросу. Black and White Sketch New York Street. Так, вот они результаты. Довольно-таки неплохие. Выберем один из представленных. Давайте, мне второй опять понравился. Ну, может быть, даже первый. Да, наверное, первый. Вот мы вставили, удалим прошлый вариант с аниме. И теперь переходим в Tools обратно. Sketch. И здесь тоже нам предлагают ввести какой-то запрос. Но пишем Night Winter Street. Нажимаем Generate. А это окно. И вот такая магия происходит. Выбираем один из 4 предоставленных нам вариантов. Но все неплохие. Давайте выберем вот этот. Вот такая очень интересная функция. Возможно, кому-то даже понадобится для своих творческих свершений. И вы можете опять перейти в Tools и сделать Upscale и увеличить этот скетч цветной. И последним этапом я покажу вам, как из любой фотографии сделать скетч. И потом опять воспользоваться функцией Alpaca Sketch. Открываем любую фотографию в Photoshop. Снимаем замочек. У меня тут какая-то китайская улица. Идем изображение, коррекция и обесцветить. Делаем дубликат этого слоя. Идем изображение, коррекция, инверсия. Дальше режим наложения меняем на линейный осветлитель. Вот оно. И у нас белый лист.
Дальше идем в фильтр. Другое и минимум. И вот такая магия происходит. А здесь радиус можно поставить, но нам нужен, естественно, единичка. Нажимаем ОК. Сведем эти слои воедино. Shift-Ctrl-E. Мы получили этот слой. Дальше зажатой клавишей Ctrl нажимаем на слои, чтобы сделать выделение вот такое вот. Перейдем Image, обратно Sketch. И вот функция доступна. Давайте такой же запрос Night Winter 3. И нажимаем кнопочку Generate. И вот произошла магия. 4 варианта. Мы еще не пользовались вот этой функцией Add All. Давайте ее нажмем. Смотрите, что происходит. В панели слои добавлены все 4 варианта. Теперь, отключая каждый, мы можем посмотреть эти варианты. Было вот как было, а вот какие варианты нам предложили. Ну что ж, вот такой вот плагин магический Alpaca, которым я вас сегодня познакомил. Осталась еще одна функция, но я ее оставлю для вас. Кто первый с ней разберется, тот самый умный фотошопер. А на этом я с вами прощаюсь. Ссылку на сайт плагина Alpaca найдете в описании. Подписывайтесь на канал, вас ждет еще много очень интересных уроков. Увидимся!